Всем привет, мои дорогие друзья! Я хочу рассказать о самых шокирующих моментах между Чонгуком и Тэхёном, но перед этим я должна предупредить вас о важных вещах. Дисклеймер. Данный материал носит исключительно развлекательный характер и никак не желает оскорбить кого-либо. Все, что здесь будет сказано, является исключительно моим мнением. Я не заставляю вас слепо верить в это, примите это во внимание. Сегодня мы поговорим о топ-10 самых шокирующих моментов между Чонгуком и Тэхёном. 10 место. Тонкие намеки Тэхёна. Тэхён – гений, и это бесспорно. Многие думают, что фотосессия Тэхёна для фотокниги была вдохновлена фильмом «Морис». Фильм «Морис» режиссера Джеймса Айвори, который вышел на экраны в 1987 году. Экранизация одноименного романа Форстера, рассказывающего историю однополой любви начала 20 века. Я еще раз убеждаюсь, что Тэхён никогда ничего не делает просто так. Во всех его действиях и текстах всегда есть тайный смысл. И этот тайный смысл открывается нам только тогда, когда приходит время. Он передал эти моменты своим образом. 9 место. Тактильность Вигу. Осязание по своему значению может быть позитивным, игривым, намеренным и нечаянным. Оно может быть как сексуальным поцелуй, так и отвлеченным. Мы нередко видим моменты, когда ребята тактильно взаимодействуют друг с другом. Чонгук садится на колени к Тэхёну и крепко сжимает его руку. По их лицам видно, что они счастливы. Еще один случай. Тэхён вынужден был сесть на колени Чонгука, так как не было свободных мест. Почти не было. Просто лист бумаги – это очень важно, и ему нужен отдельный стул. Тэхён подходит к ребятам и сразу, не задумываясь, садится на колени к Чонгуку, что вызывает неоднозначные чувства. 8 место. Чонгук поет для Тэхёна. Ребята стояли вместе, и Чонгук, глядя на Тэхёна, спел строку из песни «Потому что ты причина моей эйфории». При этом показывая на него пальцем, как будто намекая на что-то. Посмотрим на еще один интересный фрагмент. Чонгук пел Синри, глядя на Тэхёна, и при этом положив руку на сердце, а Тэхён стоял и улыбался ему. Тэхён улыбался так загадочно и задумчиво, понимая, что Чонгук поет для него. Мне нравится, когда вигуки безмолвно общаются с помощью таких жестов. 7 место. Тэхён и Чонгук – команда. Ребята поддерживают друг друга даже в мелочах. Тэхён держал табличку с надписью «Лучшие моменты впереди». Чонгук, улыбнувшись,
обратил свое внимание на надпись. Затем подошел к нему, чтобы держать ее вместе. Казалось бы, мелочь, но когда долго наблюдаешь за Вигу, подсознательно чувствуешь и видишь их негласное правило – поддерживать друг друга даже в такие незначительные моменты. И это прекрасно. 6 место. Тэхён порадовал нас новыми публикациями. Тэхён публикует серию историй на своей странице, чем невероятно нас порадовал. Одним из клипов, которым он делится, это репетиция Анпанман. Чунгук подходит к Тэхёну и кладет голову ему на плечо. Ребята, как всегда, полны нежности. Понятно, что им комфортно и спокойно друг с другом. Спасибо Тэхёну за такие классные моменты. 5 место. Тэхён признался, что любит Чонгука. А вы помните, как Тэхён однажды шокировал весь фандом, точнее 25 сентября 2022 года? Арми. Ви. Чонгук игнорирует меня. Что мне делать? Тэхён. Чонгуки, я люблю тебя. Многие были озадачены, что имел в виду Тэхён. Чонгук, я люблю тебя или Чонгук любит тебя? Арми считает, что Тэхён не просто так написал это. Возможно, это очередной намек. 4 место. Сладкая насмешка. Ребята слишком быстро ехали на моторной лодке, и Тэхён очень сильно испугался и орал, а после Чонгук весь выпуск смеялся над ним. 빨라요! 빠르다고 얘기를 하라면서 빨라요! 이러는데 안 들었어. Ну а как же не подразнить своего любимого Хёна? Это очень забавно. 2 момент. Тэхён медитировал и старался не смотреть на пиццу, потому что он на диете, а Чонгук намеренно водил ей вокруг носа Хёна и дразнил его. 우와, 야, 방금 냄새 막. Все верно. Не стоит мучить себя диетами и отказывать себе в удовольствиях. 3 место. Нахлынувшее чувство. Тэхён укусил Чонгука из-за переизбытка чувств. Хён задрал рукав футболки Чонгука и пристально рассматривал и нахваливал бицепс Чонгука несколько секунд, а потом укусил его. Желание укусить – это все отголоски нашего звериного прошлого. Мозг человека устроен сложно, многие процессы происходят неосознанно. И порой возникает сильное желание укусить человека, который им нравится. Это явление в психологии имеет название гиджо, что переводится как «милая агрессия». 2 место. Тэхён восхищается Чонгуком. Тэхён про Чонгука. Я никогда не видел никого, кто выглядит лучше с длинными волосами, чем он. Мне также очень нравится его личность. Я думаю, что Чонгук один из самых упорных людей, которых я знаю. И у него невероятный талант. Так что бы он ни делал, он может делать это выше среднего. И он вкладывает в свои выступления все силы до такой степени, что я начинаю волноваться.
Он выкладывается на сцене полностью. Первое место. Тэхён в роли женушки. Это милое сравнение очень подходит к данному ролику. Давайте посмотрим. Тэхён стоит возле Чунгука, и видно, как он что-то замышляет. Он опустил глазки и так хитренько прислонился к Чунгуку, желая, чтобы тот обнял его. Тэхён на фоне Чунгука кажется таким маленьким. Чем-то в этом эпизоде они напоминают парочку. В следующем ролике он тоже напоминает женушку, причем ревнивую. Чунгук и Джин участвовали в конкурсе, и в конце Чунгук случайно соблазнительно упал на Джина. Тэхён, увидев эту ситуацию, был крайне возмущен, о чем свидетельствовало его недовольное выражение лица и строгая поза со скрещенными на груди руками. На этом я заканчиваю свой топ. Обязательно дождитесь продолжения. Пока!